Путин растерян из-за ситуации в Курской области, Лукашенко предал Кремль, а в Грузии вспоминают жертв российской агрессии. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. 16 лет назад Россия напала на Грузию. О последствиях российской агрессии, как вернуть оккупированные территории, будет ли новая война на Кавказе. Самая сильная сторона России состоит в том, что она учится на своих ошибках. Демилитаризация российских войск. Курская область – зона путинской боли. Как Кремль хотел завоевать Киев, но теряет контроль над собственными территориями. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Самая большая авиабаза НАТО у границ с Украиной. Альянс все же готовится к нападению. Как смогут ответить? Центр тяжести НАТО смещается на восток. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. И начинаем с ситуации в Курской области. Накануне Путину впервые пришлось признать большие проблемы в этом регионе. Раздраженный, недовольный и с синяками под глазами, он пытался понять, что же происходит в приграничной с Украиной областью. При каких обстоятельствах началась демилитаризация российской армии. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. И уже ближе к вечеру среды он таки заслушал доклад. Герасимов отчитался, что продвижение в Курской области было якобы остановлено, но не уточнил, куда могли дойти вооруженные силы Украины, от которых они отбиваются. У Герасимова, конечно, вновь одни победы. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Пока же Герасимов рапортовал Путину, местные жители писали о реальной ситуации в Курской области. Например, о том, что город Суджа оказался фактически в окружении. О том, что представители Росармии бежали, а стратегический объект Курская АЭС остался лишь под охраной женщин, так как все мужчины-росгвардейцы исчезли. Об этом писали важные истории. Также в телеграм-каналах появлялась информация, что украинские войска могли продвинуться вглубь территории РФ на 25 километров. В ВСУ же этой информации на момент записи выпуска не подтверждали. Мы продолжаем следить за ситуацией в Курской области. Детали вы можете найти всегда в нашем телеграм-канале Нехта Лайв и в следующих выпусках. Лукашенко виноват в прорыве российской границы. Z-пропаганда пытается найти ответы на вопросы, как ВСУ удалось зайти на территорию России и продвинуться вперед. В этом Z-блогеры не торопились винить военное ведомство РФ или же Путина. Крайнего нашли в Минске. По версии российских военкоров, удар в спину россиянам нанес Лукашенко. Они считают, что он дал гарантии не нападения Зеленскому, а часть украинских войск, которая находилась у границ с Белоруссией, в итоге пошла наступлением на Курскую область. Опять же, так трактует события российская пропаганда. У Лукашенко на момент записи выпуска, кстати, никак не реагировали на эти обвинения. А что вы думаете по этому поводу? Предал ли Лукашенко Путина? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А будущее становится все туманнее. Особенно сейчас, когда вооруженные силы Украины идут в наступление. А российская пропаганда, не церемонясь, в открытую обвиняет в этом Лукашенко, которого еще вчера они называли лучшим другом и ближайшим союзником. А теперь Лукашенко предал Россию. Великий геостратег. Переиграл самого себя и сам себя загнал в эту ситуацию. И что теперь? Бежать на Запад? Поздно. Тот объем преступлений, который он совершил, никто ему не простит, и никто его не будет спасать. И этот объем преступлений, безусловно, приведет к ответственности. И мы над этим продолжаем работать. Наступление россиян, которое началось в начале мая, затянулось и уже скоро может пойти на спад. Об этом говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он и рассказал, когда же это произойдет. От 1,5 до 2 месяцев основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступить. Мы к этому готовимся.
Помимо этого, Буданов рассказал, способен ли кто-то сейчас повторить то, что сделал в свое время Пригожин, и пойти бунтом на Москву. По мнению главного украинского разведчика, для этого нужен некий лидер внутри РФ. Но такого в России сейчас нет. Но, как сказал Буданов, далее цитата, «Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности». Конец цитаты. О ком идет речь, не ясно. Если у вас есть какие-то варианты, то напишите об этом также в наших комментариях. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Россия должна вывести свои войска из Грузии. Об освобождении Южной Осетии и Абхазии заявили в НАТО в 16-ю годовщину войны в Грузии. 8 августа грузины вспоминают жертв российской агрессии. В Европейском Союзе призвали к мирному решению незавершенного конфликта. Мы подчеркиваем осуждение происходящего военного присутствия России в оккупированных сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением и международного права, и обязательств России по соглашению из 6 пунктов от 12 августа 2008 года. В Украине тем временем заявили, что российский империализм остается неизменным на протяжении веков и заключается, далее цитата, в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам и стремлении восстановить имперское доминирование. О событиях в Грузии в августе 2008 года, а также о параллелях с нынешними событиями в мире мы поговорили с экс-министром обороны Грузии Дмитрием Шашкиным. Грузия в 21 веке была первой страной, которая подверглась агрессии со стороны Российской Федерации. К сожалению, многие не понимают на Западе, что самая сильная сторона России состоит в том, что она учится на своих ошибках. Она все время анализирует свои ошибки, я имею в виду Российская Федерация, их правительство. Им наплевать, сколько людей погибнет во время этих ошибок, но они конкретные уроки отсюда достают, скажем так. Поэтому они очень много чего учли из этой войны 2008 года, и потом был 2014 год в Украине, а потом в 2022 году началась вторая фаза войны в Украине. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что это результат той политики, которая была в первую очередь в Европе. Надо понимать, что, опять же, необходимо, чтобы все политики понимали свою долю ответственности. Когда Меркель, канцлер Германии, заблокировала вступление Грузии и Украины в НАТО, 2008 года война в Грузии была прямым следствием этого. О нападении России на Грузию в эти дни написал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В 2008 году наша армия выстояла, люди вышли на улицы, я остался в Тбилиси и поставил мир на ноги. Наши партнеры приехали в Тбилиси, и американцы отправили флот спасать грузинскую государственность. Меня держат в плену только потому, что я не сдал Грузию врагу. У нас никогда не было проблем ни с абхазами, ни с жителями Цхинвальского региона, этническими осетинами. Они все граждане Грузии. У нас была проблема со страной-агрессором, и это Россия. Мы не воевали ни с абхазами, ни с осетинами, мы воевали с Россией. И сейчас эти страны, скажем, не страны, а эти автономная республика Абхазия и Цхинвальский регион, они оккупированы Российской Федерацией, они полностью там уничтожена инфраструктура. Ведь для тех людей, кто еще не до конца, может быть, такие есть, понял, что несет с собой Россия, им всегда можно посмотреть на оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. Потому что там, несмотря на то, что они уже столько лет оккупированы, там ничего не сделано. Там просто все разрушено, люди бедствуют. И эти регионы, они просто стерты. Новая авиационная база НАТО, которая строится лишь в 60 милях от украинской границы, показывает, насколько серьезно члены Альянса воспринимают угрозу со стороны РФ. Об этом пишет «Таймс». Появление такой базы в Румынии должно обеспокоить Россию, сообщают авторы издания. К тому же масштабы этой базы впечатляют. Она превзойдет авиационную базу «Рамштайн» в Германии. Издание также пишет, что преобразование на авиабазе Михаила Кагалничану
в крепость НАТО, где смогут разместиться 10 тысяч военных и американские бомбардировщики с ядерными боеголовками, первоначально было задумано как ответ на нападение России на Грузию в 2008 году. Сейчас же все изменилось после российского вторжения в Украину в 2022 году. Есть ощущение, что инвестиции Румынии являются частью более широкой тенденции, которая показывает, что центр тяжести НАТО смещается на восток. Польша в этом году потратит на оборону более 4% ВВП. Страны Балтии выступили инициатором повышения минимального целевого показателя расходов НАТО до 2,5% ВВП, в то время как около трети снарядов, выпущенных Украиной, производятся в Болгарии. На латвийско-белорусской границе наблюдается рост потока мигрантов. Об этом сообщают в погранохране Латвии. По сравнению с началом года, уже летом этот наплыв вырос как минимум в 2 раза. Только в июле 1000 человек пыталось попасть в Европейский Союз незаконно. В Риге говорят, что в августе это количество нелегалов может значительно увеличиться. Поэтому Латвии необходима помощь эстонских и литовских пограничников, уточняет Рейтер. Последний случай произошел буквально в эти выходные, когда был обнаружен грузовик, фургон Айвека с немецкими регистрационными номерами, и 13 нелегальных мигрантов были задержаны. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.